Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же у нее страхи и комплексы? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Вы человек довольно такой вообще страстный по жизни. Вот если вы беретесь за что-то, вы это делаете, знаете, вот с каким-то рвением, да, вот именно со страстью. Это касается не только женщин, да, вот когда вы дорветесь до любимой женщины, вы будете, ну, рвать и метать, да, в порыве страсти, я имею в виду в хорошем смысле слова. Вы будете страстно выполнять свою работу, да, вот вам поручают что-то, вы будете с упоением что-то делать, да, то есть у вас нет такого, что вот не хочу, не буду, вот такого. Очень вы такой вообще по жизни темпераментный человек. Вы очень хорошо разбираетесь, в принципе, в людях. И знаете, вот люди, которые когда-то, может быть, назывались даже вашими друзьями-приятелями, они совершали очень такие, ну, как минимум, некрасивые поступки, может, даже в чем-то подлые поступки в отношении к вам. Это могло быть какое-то вранье, это могло быть предательство, это могла быть даже, вот знаете, измена. Это может быть измена не только от женщин, это какая-то вот даже дружеская измена, да, то есть когда ты человеку доверяешь, когда ты считаешь своим другом, а потом узнаешь, что тебя предали, да, либо же за твоей спиной сплетничают, там какие-то гадости замышляют, ну, то есть готовы подставить в какой-то момент. То есть тоже такие ситуации были. Теперь далее. У вас еще проигрывается ситуация, когда, возможно, даже, вот знаете, был период в вашей жизни, когда у вас был, ну, более финансово такой обеспеченный период, что ли. Сейчас у вас могут проигрываться некоторые денежные проблемы. Это не обязательно, что вы там без денег, ни гроша в кармане нет. Не в этом смысле. Это может означать, что, допустим, у кого-то это уменьшение зарплаты, уменьшение каких-то доходов, да, может быть, вы раньше работали там, я не знаю, на 2, на 3 работах, как-то подрабатывали, то сейчас это вот как-то поубавилось. У кого-то это может быть урезание зарплаты, да, вот какое-то сокращение, может, той вашей, ну, второй работы по совместительству, допустим. То есть такие моменты. Хотя, в принципе, вот по жизни вы умеете, ну, деньги зарабатывать. Вы в любом случае, вы не пропадете. Вы такой человек пробивной, поэтому я не могу сказать, что вы останетесь там такой бедный несчастный. Нет, можете не переживать в этом смысле. Далее. Еще такой момент, у вас была ситуация в жизни, когда, ну, я скорее склоняюсь, что это был либо же, знаете, такой серьезный удар, вот именно моральный, эмоциональный удар, который поверг вас в шок. Это может быть связано, давайте уточним, с чем это может быть связано. Это конец отношений с женщиной, причем довольно конфликтный конец, это довольно подлый конец, да, вот он по дьяволу связан, скорее всего, с изменой, с предательством. Это была такая ситуация, когда, знаете, вот вы такой мужчина, который на самом деле вот никогда себя вы не дадите в обиду никому, но здесь вами помыкали, здесь очень четко это видно. Причем, знаете, вот вас боялись и вами помыкали в то же время. Дергали, вот как на этой карте Луны, да, вот как кукловод дергает вот эти куклы за ниточки, управляет. Но мы не будем сильно углубляться, не будем никому бередить душу, чтобы никого не травмировать. И хотелось бы, знаете, вот еще как раз к слову сказать такой момент. Некоторые из вас пишут, что да, бывает сигнификации в раскладах, довольно часто повторяются какие-то моменты. Я уже говорила не раз в раскладах по этому поводу, что в принципе на канале одинаковый, похожий контингент собрался, да, вот мужчины, ну, либо же женщины, которые имеют, ну, очень похожую судьбу, да, очень похожие какие-то черты, да, очень похожие моменты, ну, в виде предательства того же, да, боли, вот этой обмана. То есть, естественно, это будет довольно часто повторяться. Поэтому, пожалуйста, мне не пишите, что вот это уже было.
Ну, я же не могу говорить, ну, что-то другое, да, вот если это выпало. Это выпадает, да, какой-то момент, может быть, выпадает из расклада в расклад, ну, потому что это есть в вашей судьбе. Этого, ну, никуда не выкинешь, уже извините. Ну и в конце концов, если даже кого-то что-то не устраивает, ну, как бы интернет это очень большие такие просторы, и вы можете поохотиться где-то на других каналах, если что-то кого-то не устраивает. Ну, а для тех, кому нравится мой канал, поехали дальше и смотрим дальше. Итак, смотрите, в вашей жизни произошли кардинальные перемены. Это были довольно болезненные перемены. Я уже сказала, что они были связаны с женщиной. Женщина вся из себя, женщина-красотка такая, да, вот денежная мадама такая. Ну, скорее даже она не денежная, она хотела таковой быть, да, хотела иметь много денег, хотела поживиться. И сейчас, я думаю, она такая продолжает оставаться. Но будем смотреть дальше, что будет там происходить. В вашей жизни, знаете, вот вы натерпелись еще довольно много от конфликтов, вот каких-то вот скандалов, именно связанных с женщинами. У одних может это проигрываться, что это были скандалы с одной женщиной. У кого-то это скандалы, может быть, у вас было 2-3 брака, либо же несколько отношений было. Ситуация может быть идентичная. Это могут быть, знаете, вот женщины какого-то то ли сварливого типа, то ли женщины, которые очень любят, ну так, придираться, что ли, к вам, да, вот женщины, которые, ну, собой особо ничего не представляют, да, вот сейчас мы посмотрим, в принципе, что она представляет собой, а потом будем разбираться с этим. Но натерпелись вы в своей жизни достаточно. Вот натерпелись, причем здесь может проигрываться, что вот когда вам было плохо, а вам было плохо, вот знаете, вот такой период, кому-то сейчас, да, может быть плохо, потому что, может быть, это свежий разрыв, сейчас можете быть в этом состоянии, может проигрываться до того, что вы, возможно, даже понимали, либо же понимаете, что еще чуть-чуть и все, и крыша уедет. Здесь реально может быть, ну, знаете, вот психиатрическая клиника. Я никого не хочу пугать, но это и сейчас обращаюсь к тем, кто сейчас находится в таком вот плачевном, болезненном состоянии. Если вы по себе видите, что вам очень плохо, что вы не справляетесь, что у вас просто крышеснос, да, у вас непонятно, что с психикой, с нервами, с душой творится, настоятельно рекомендую обратиться, конечно же, ну лучше даже к психиатрам сначала, а потом уже, может быть, вас к психотерапевтам направят, и потом уже к психологам. Потому что один психолог в такой ситуации, вот которую я у вас вижу, здесь просто не справится. Здесь уже серьезное нарушение. Здесь и сна, и ничего не хочу, никого не хочу, здесь и задатки депрессии, то есть очень такой тяжелый период. У тех, у кого прошел этот период, я вам скажу, что я могу вас поздравить, если вы прошли его, да, потому что вы были точно так же на краю, вот в одном шаге от такой клиники, да, вот вас, ну, вас просто чудо спасло, вас спасло чудо, вы были, ну, буквально в одном шаге. В одном шаге от такой вот, ну, своего рода погибели душевной, моральной, как угодно называйте, да. Поэтому вы просто из-за того, что вы такой, ну, морально сильный человек, вы смогли себя вытащить. Но еще раз повторяю, вытащить смогут не все. Особенно обратите внимание к тем, кто сейчас находится в этом состоянии. Причем вы такой человек, который... Знаете, у вас могли быть даже мысли, либо же даже, может быть, кто-то и воплощал. Вот когда вот случились вот эти все перипетии, все перемены, все трагедии вашей жизни, переворот такой вашей судьбы, могли заглядывать в рюмку чая. Вот было у вас искушение, да, вот по дьяволу, это такое искушение. Кто-то, может быть, пустился во все тяжкие, но я думаю, это очень маленький процент среди моих зрителей. Потому что, ну, как правило, я смотрю, вы в основном, даже вот по раскладам, вы такие постоянные, да, вот императорами, вы серьезными мужчинами выпадаете. Но есть среди вас и такие люди, да, поскольку разные люди смотрят канал, которые вот для себя решили пуститься во все тяжкие. Кто-то в рюмку чая начал заглядывать, вот такое вот искушение дьявольское было. Кто-то начал там пьянки-гулянки, вот это все, да, совмещать. То есть такой момент тоже может проигрываться, причем это не от хорошей жизни, это от бессилия какого-то, от одиночества, от какой-то вот ненужности, да, вот именно, еще раз говорю, это не от хорошей жизни было.
либо же сейчас, вот, да, вот если вы сейчас спустились во все тяжкие кто-то, то, естественно, это точно не от счастья. Давайте-ка смотреть, какая же женщина пришла к нам на расклад, и будем разбирать, что же у нее за страхи и комплексы, да? Так, эту женщину вы любили, но смотрите, вот как интересно, она когда-то была вашей любимой женщиной, а потом стала такой злюкой, такой мегерой. Вот по-другому я не могу назвать, да, вот у нас кубковая дама превращается в королеву мечей. То есть дама, пока жила с вами, она изменилась. Вот как Золушка стала принцессой, да, там, либо королевой, вот так она изменилась. Вот была когда-то такая тихенькая, ну, знаете, как говорят, такая серая мышка, назовем ее культурно, которая ничего особо собой не представляла, вы ее сделали, да, может быть, вы вложили деньги в нее, может быть, вы, ну, вот реально как-то проспонсировали, кто-то бизнес открывает своим женщинам, кто-то гардероб меняет, там, прически меняет, весь вот этот имидж, то есть полностью вы ее переделали. Человек отплатил вам черной неблагодарностью. Человек, я вам скажу, вот эта женщина, опять же, я ни в коем случае никого никогда не хочу обидеть в своих раскладах, поэтому уж простите, ну, я думаю, вы заметили, что я пытаюсь очень деликатно так подбирать слова, да, чтобы, боже упаси, никого не обидеть. Но смотрите, здесь четко проигрывается, что женщина может иметь, ну, некие такие психические расстройства. Вот эта женщина. Это могут проявляться такие, знаете, всплески агрессии. Это могут быть какие-то необоснованные придирки. Это может быть какой-то вот, ну, крышеснос, нарушение сна, да, вот. Ну, то есть, когда вы с ней жили, вот напишите в комментариях, я думаю, вы замечали какие-то моменты. Это касается, да, вот именно женщины, которая сейчас не с вами. Это женщина, которая осталась в прошлом. Она вот по звезде, она сейчас далеко от вас. Вы не с ней, вы не вместе. Эта женщина причинила вам боль. Из-за этой женщины как раз вот вы, ну, чуть ли не попали, вот как говорят, на дурку, да. Из-за этой женщины вы в каком-то смысле потерялись вот в жизни, да, вот как жить дальше. Поэтому здесь могут проигрываться вот реальные у женщины психические отклонения. Я не говорю, что это у всех 100%, потому что, ну, конечно же, помним, что это общий расклад. Кто хочет более подробно, конечно же, добро пожаловать на личные расклады. Но смотрим дальше. Смотрите, здесь дама такая, которая, она по жизни вообще, знаете, вот называют таких женщин вот зашуганная. Ну вот зашуганная, просто по-другому я не назову. Здесь помимо ее вот этих вот звездных таких понтов, какими она пытается сейчас себя показать, предоставить, да, вот я такая звезда, которую вы слепили, да, я тебя слепила из того, что было, как в песне поется, только наоборот здесь про женщину. Вот она вот этими понтами, она пытается скрыть кучу своих внутренних страхов и комплексов. Давайте будем разбираться, что это за страхи и комплексы. С чем это связано, по крайней мере. Смотрите. Здесь проигрывается страх, ну, вернее, не страхи. Сначала это, наверное, комплексы. Да, вот мы разберем комплексы. Здесь идут сначала комплексы касательно внешности. Может быть, даже вот когда вы жили, вы замечали, что она в каком-то смысле, да, вот вроде бы она там ваша жена, допустим, ну, либо же это просто любимая женщина, с которой у вас длительные отношения, но какая-то стеснительность вот в ней присутствует, да, может быть, она боялась перед вами раздеться лишний раз, там, переодеться, да, то есть она комплексовала, она могла проговаривать, у кого-то она это не проговаривала, да. То есть это могли быть такие намеки. Знаете, вот обычно такие женщины, они могут издалека, да, вот заходить к мужчине и спрашивать, а я не сильно толстая, а я не поправилась, да, а вот как я тебе, вот в таком, знаете, вот они издалека заходят, им хочется, чтобы мужчина поднял их самооценку, чтобы сказал, что да ты у меня классная, да ты у меня самая лучшая, да, конечно же, ты не поправилась.
Или же даже если ты поправилась, то я тебя буду любить всякой. Ну, то есть она постоянно ждет подтверждения, что ты у меня такая классная, ты у меня такая самая лучшая, да. И не дай бог ей сказать, что вот ты там лишний килограмм набрала. Она уйдет в глубокую, ну чуть ли не депрессию. Она сядет на диету очень плотно, еще и вас может посадить такого типа женщина. Она, знаете, она может отказываться реально от интима при свете. Вот напишите в комментариях, были такие моменты или нет. Вот не дай бог их критиковать. Она вообще не воспринимает критику. Вот если вы замечали, что она может критиковать кого угодно. Вот все вокруг неправы, да, все такие сякие, все плохие, все могут ошибаться, но только не она. Она всегда права в любом случае. Вот такая она, знаете, вот я всегда права, я и точка. На самом деле здесь кроется, вот опять же у нас семейная карта, да, выпадает, вот кто смотрит мои расклады регулярно, уже не один раз, в принципе, выпадала подобная ситуация, когда это идет родом из детства. Когда здесь вот именно семейная карта, здесь идет от родителей. Здесь идет проблема вот именно связанная либо же с неблагополучной семьей она, да. Это могут быть проблемы вот именно, знаете, вот с родителями у нее, что у нее не было, знаете, вот такое ощущение, что у нее от отца не было, а может даже и от матери не было подтверждения, что вот ты у меня красивая, ты у меня самая лучшая доченька. Вот знаете, в таком плане, как деток вот маленьких хвалят, и я настоятельно рекомендую это делать. Вот у кого есть маленькие дети, обязательно хвалите. Это и повышает самооценку, это поддержка, это вы даете такой, знаете, позитивный, огромный посыл в будущее. Это вырастет, вот если мы берем девочку, это вырастет очень уверенная в себе девочка, если папа с детства будет хвалить. Ну, сына точно так, да, ну, сына там немного по-другому мы будем хвалить, да, мы же не будем говорить сыну там, ты такой красавчик, да, у тебя там такие ноготки, да, ну, это как-то смешно. А девочка, ну это всегда папина принцесса, это такая, ну, сюси-пуси и все, с ней больше по-другому никак, да, захочется зацеловывать. Мальчика хвалят немного по-другому, мальчика уже хвалят за достижения, ты молодец, ты справился, у тебя все получится, да, ну в таком мужском духе. Вот, поэтому здесь идет проблема и внешняя. И, ну, я имею в виду, вот внешность, фигура, да, здесь могут быть даже, допустим, не только фигура, это могут быть какие-то, ну, крупные черты лица у женщин, знаете, вот бывает, либо же большой нос, там, большие уши, ну, в таком плане. И ее могли вот даже, знаете, вот то ли это еще идет из детства, потому что ее друзья-приятели могли по этому поводу из-за внешности какой-то высмеивать. Здесь тоже вот момент комплекса такой есть. Напишите в комментариях, замечали вы в своих вот благоверных когда-то такие вещи или нет. Так, что же еще за внутренние проблемы есть? Мне даже самой интересно разбираться. Смотрите. Также здесь есть такой момент, но опять же, этот момент был, ну, далеко в прошлом. Я думаю, это скорее было даже до вас. Это могло быть в глубокой молодости. Этот момент такой был довольно кризисный в ее жизни, о котором вы, ну, я думаю, скорее всего, не знаете. Это, конечно, такой довольно ужасный момент, когда, ну, как бы это культурно описать. Знаете, вот когда, допустим, ну, компания каких-то подростков, возьмем так, либо же молодых людей, да, вот тусуются и начинают приставать к молоденькой девочке. И вы прекрасно понимаете, чем это может закончиться, да, вот групповым, чем это может закончиться. То есть это может быть вот такая насильственная какая-то история. Это может быть реально вот групповое высмеивание вот женщины, которая оставила и отпечаток вот именно с молодости, либо же там со школы, с юности, да, вот, и уже во взрослую жизнь. Поэтому вот она такая, знаете, настолько вот обозленная, настолько
пытается, знаете, вот какую-то ответочку дать. Вот она считает, что вот ее унижали, оскорбляли вот в детстве, в молодости, да, и неважно, семья это, либо же это друзья, приятели, вот окружение какое-то. Вот она теперь обраточку дает, она теперь пытается вот унизить кого-то другого, да, вот и вас в том числе. Она пытается обидеть, чтобы самой хотя бы немножечко, хоть на одну ступенечку поднять свою самооценку. Это, конечно, абсолютно неправильная модель поведения, но тем не менее она по-другому не умеет. Вот она, знаете, вот она такой человек. Я не могу сказать, что она такая плохая, вот на самом деле. Вот даже берем хорошо, измена, да, это подло, это плохо. Но здесь идут глубоко такие внутренние моменты еще. Я ни в коем случае не оправдываю измену, ни в коем случае, не подумайте. Но здесь, знаете, человека вот именно внутренне, по-людски можно пожалеть, потому что у нее столько внутренних проблем. Я думаю, она, скорее всего, с вами даже не делилась ими. Это настолько вот ее такой страх, это такие потайные ее, ну такой секретный секрет просто. Напишите в комментариях, может быть, кто-то и делился какими-то тайнами, да, может быть, рассказывали о чем-то из прошлого, о каких-то таких вот нелицеприятных моментах. Вот поделитесь, очень интересно это читать в ваших комментариях. Так, комплексы посмотрели, страхи давайте напоследок. Какие у нее страхи еще есть по жизни? У нее страх быть униженной, страх измены. Смотрите, вот это касается еще тех, у кого была измена, да, вот у многих у вас проигрывается измена. Еще здесь может быть ситуация, что она пошла, ну, как бы на опережение, да, вот. Такие люди пользуются такой пословицей «лучше гнать, чем быть гонимым». Только это в обратную сторону, вот переворачивайте, это касательно измены, да. Лучше первой изменить и быть спокойной, чем тебе мужчина изменит. То есть такая на опережение. Вот такой, такой у нее менталитет. Понимаете, это, конечно, абсурдная ситуация. Это очень такая, я даже не знаю, как назвать, это такая политика, которую просто невозможно описать. Но опять же, еще раз говорю, это идет из глубокого-глубокого прошлого. Это идет психотравма, это глубочайшая психотравма. У каждой, конечно, проиграется своя история. Но здесь человеку очень-очень тяжело внутренне. Отсюда, вот смотрите, отсюда и вранье, отсюда многие комплексы, отсюда страхи. Все идет из прошлого. Она, знаете, вот она как будто отрабатывает какую-то вот, ну, то ли кармическую историю, да, вот она как будто повторяет вот судьбу кого-то из своих предков. Вот у меня такое ощущение, что либо ее бабушка еще вот жила, а может быть прабабушка, но кто-то далеко-далеко вот именно по женской линии вот проживали подобную судьбу, вот как вот эта ваша дамочка. Вот они очень похожи, вот у них как-то вот жизнь повторяется, да, вот они проходят некую отработку, вот переработки вот этих всех своих внутренних чувств, эмоций, да, им нужна глубокая, именно глубокая помощь специалиста и глубокая такая, знаете, помощь самой себя, вот самоанализ. Но она им, конечно, не будет заниматься, потому что вот, как правило, такие люди, которые имеют такие сложные проблемы внутренние, они этого не понимают. Они говорят, что со мной все хорошо. Это вы все плохие, а я вся классная. Точно так, как психически больной человек, он никогда не признается, не скажет, что он больной. Это окружающие это понимают. И на самом деле это печалька. И здесь уже окружающим тогда нужно работать в этом направлении, чтобы как-то то ли к специалисту отвести, то ли еще как-то. То есть, понимаете, здесь такая ситуация, да, с одной стороны, эта женщина принесла вам боль, а с другой стороны, ее можно вот просто по-человечески пожалеть, потому что, ну, в своей жизни она пережила столько вот каких-то драм, трагедий, да, вот горя какого-то. У каждой это будет своя история. Но это оставило однозначно глубокий такой вот след в душе, такой глубокий, что, знаете, вот она и сама не рада, вот она сама не рада, что она такая.
но другой она быть не умеет. Она не видела примера, ее не научили. Вот эти плюс ее еще страхи, комплексы, которые из детства добавились, да, вот эти все обзывалки, унижения из детства, да, вот из юношества. Это все откладывает отпечаток. Поэтому вам, конечно, попалась такая женщина довольно непростая, которая и вам причинила дикую боль. Ну и поверьте, она сама страдает. Она и дальше будет страдать. У нее будут другие мужчины. Она вот будет и дальше искать себе императоров. Она будет дальше пытаться найти себе богатенького Буратино и точно так же будет унижать. И все то же, что делала с вами, она все будет делать по кругу. У нее такой вот цикл, да, вот как лошадка бегает в цирке по кругу. Точно так вот она по жизни бегает. От мужчины к мужчине и по одному сценарию. Поэтому, знаете, вот те, кто жалеет, как-то хотят вернуться, ну, пересмотрите, конечно, свои, может быть, взгляды, может, вам что-то и даст этот расклад, а может быть и нет, у каждого это, конечно, будет ваше решение. Но, тем не менее, чем смогла, помогла, объяснила, рассказала. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!